Тенденции 25 года, года деревянной змеи. Вы на канале Метафизика в жизни. И сегодня со мной вместе разберем фокус внимания, к чему готовиться в 25 году, кто счастливчик, кто в зоне риска. Поговорим про здоровье и обсудим, к чему нам с вами быть готовым, в том числе профессионально. Я имею в виду сферы деятельности, которые будут востребованы в 2025 году. Немножко я затрону 9-й период, расскажу, где больше вы можете узнать информации, погрузиться в такое обширное раскрытие информации про 2025 год. Так что, друзья, давайте не будем тянуть змею за хвост и начнем по порядку. Очень часто, особенно в декабре, начинают, знаете, как спорить о том, когда же все-таки наступает Новый год. Есть такие даты, как 29 января, есть дата 3 либо 4 февраля, ну и, понятно, наш с вами григорианский календарь с 31 на 1 января. Вот здесь давайте сейчас остановлюсь на этом, потому что тоже так немножко важно, чтобы вы понимали, почему у нас отсчеты происходят именно таким образом, именно с таких дат, и откуда у нас берется все-таки деревянная змея, то есть когда именно те тенденции, о которых мы будем с вами сегодня говорить, вступают в свои права. Если мы будем с вами рассматривать астрономическую модель, то здесь, учитывая абсолютно все движения, всю цикличность нашей с вами Земли относительно Солнца, получается, что астрономический год начинается после даты зимнего солнцестояния. В данном случае это 21 декабря 2024 года. То есть здесь начинается снова отдаление по траектории Земли, и таким образом астрономический год у нас с вами уже наступил. То есть вот появилась у нас с вами еще одна дата, 21 декабря 2024 года. Китайская система, китайская метафизика. Мы с вами изучаем китайскую метафизику на канале, поэтому давайте будем рассматривать здесь более широко. Используется солнечный и лунный календарь. Лунный календарь нам с вами будет говорить о фазах Луны и новолуния. И вот как раз-таки дата 29 января нам будет говорить о том, что Новый год наступает по китайской традиции во второе новолуние после зимнего солнцестояния. То есть это как раз получается 29 января уже 2025 года. Также еще есть солнечный календарь. По солнечным циклам наступление весны в Китае, потому что Новый год начинается как раз-таки с именно начала весны. И весна наступает в феврале. Поэтому по солнечному календарю в 2025 году наступает вот этот Новый год, начало весны, так оно через тире, да, будем его называть, как раз 3 февраля в 22:10 по пекинскому времени. Теперь важно. Все звери, то есть животные знака зодиака по китайскому календарю, они берут свое начало только в солнечном календаре. Они описаны только в солнечном календаре. Что мы с вами получаем? Что деревянная змея обретет свои права и вступит в свои права как раз-таки 3 февраля 2025 года. Уловили все? Значит, взяли это на заметку. Теперь давайте будем обсуждать дальше сами тенденции, что такое огненная змея. И вот сейчас по традиции, как обычно я делаю тенденции, раскладку на каждый месяц, я хочу обрисовать вам общие такие понятия и смыслы, которые вкладываются в вот этот вот иероглиф, в 2 иероглифа, потому что энергии у нас приходит с вами 2, несмотря на то, что называется дзясы, то есть деревянная змея, энергия у нас с вами, то есть ци в пространстве будет 2. Это энергия, то есть ци дерева, и энергия
ци огня. Вот об этом мы сегодня с вами и поговорим. Так вот, первое такое очень красивое название, наименование, понятие вот этой вот деревянной змеи — это огненный цветок на вершине горы. Очень красиво, очень символично. Пожалуйста, сразу представьте, да, вот этот вот огненный цветок. Ну, еще можно, знаете, как найти и сравнить, что это как подсолнух. Подсолнух на вершине горы, что он такой весь такой солнечный, тянется головкой наверх. То есть прекрасный цветок, огненный цветок на вершине горы. Дальше, смотрите, второе, змея, выползающая из норы. Вот здесь давайте еще сразу такую ремарку сделаю. Какая она популярная, честная, трудолюбивая. Угу. И еще одно название — это приступающий к службе огонь. Вот они все разные, они все о разном, понятие, которое я только что вам зачитала, и у каждого есть свое. Просто раскрутите, пожалуйста, это самостоятельно. Мы об этом сейчас будем еще дальше расшифровку, я буду давать и будем говорить. Но вот здесь я сразу сделаю такую основную черту, что это огонь, и что ци огня, она здесь максимально превалирует, она очень сильная. О чем это для нас с вами? Дальше сейчас продолжу, сейчас еще мысль расскажу одну, что очень важная для 2025 года вот эта структура — это привнесение ци или энергии воды. Это я тоже сейчас расскажу, почему это, о чем это. Просто смотрите, энергии находятся у нас с вами не в контролирующих, не противоборствующих друг другу энергиях. То есть энергии у нас с вами всего 5, ци в пространстве, в природе, в человеке, во времени всего 5. Это дерево, огонь, земля и металл, ну и вода. И бывают года, например, как был у нас сейчас с вами, ну все еще продолжается 24 год, это была энергия дерева, энергия земли, то есть когда энергия дерева, она очень контролировала энергию земли, и здесь происходили некие трансформационные, переломные моменты, которые каким-то образом что-то сдерживали, что-то открывали, причем открывали вот так вот, не щадя, да, то есть как происходит трансформация. Да на тебе по голове, а дальше уже сам решай, что с этим делать, но главное, что у тебя глаза открылись, ну или совсем закрылись. В общем, друзья, трансформация все еще будет продолжаться, будет это более гладко происходить, но гладко в данном случае я беру в кавычки, это не значит хорошо или плохо. Сравнивать, допустим, года, который вот был сейчас год, который будет год, или вот этот вот 25-й год, его энергии с тем годом змеи, которая к нам уже приходила несколько лет назад, то есть подобная, да, деревянная змея приходила 60 лет назад. Так вот, всегда это будет про разное, потому что мы с вами, социум меняется, тенденции меняются, плюс, друзья, невероятно архиважно, не только вот эти трансформации, которые происходили в 2024 году и куда они нас с вами завели, но еще подключение девятого периода огня, то есть понимаете, насколько ци сейчас очень огненная. 2024 год, он задал вот этот темп трансформации, перестройки, перенастройки, включения этого огня. И 25-й год, он на поверхность скрывает все то, что с чем мы с вами столкнулись в 2024 году. Это все продолжение трансформации. Это все продолжение вступления в девятый период. Девятый период, он последний из 180 циклов, которые длятся по 20 лет каждый. Это очень огромный период, представляете, 180 лет уже прошло. Это девятка, она завершает, она все заканчивает. То есть это в этот момент, в эти 20 лет происходит чистка и очищение, скажем так, да всего чего угодно. Здесь давайте не будем зацикливаться на этом, потому что про девятый период я много буду говорить в закрытой части видео про прогноз на 25 год, поэтому кто еще туда не успел впрыгнуть, впрыгивайте. Запись можно будет приобрести в любой период года. Я в комментариях закреплю, ну и дальше я еще больше про это расскажу. Так вот,
В общем, 9-й период огонь, 25-й год огонь. Мы с вами на 20 лет вступаем в ци огня. И вот здесь вот давайте так. Сейчас еще вот немножко расскажу про как меняется у нас с вами пространство, то есть как закладываются некие такие позиции, про которые, знаете, как мы можем сказать: о, там, я об этом думал там несколько месяцев назад, и тут хоп, оно и вот проявилось спустя несколько месяцев уже вот у меня в жизни. Смотрите, как это работает. В ноябре вспоминайте, какие у нас с вами были энергии. Это была деревянная свинья. Кто не помнит, кто не смотрел мой прогноз на ноябрь, зря, потому что там я говорила как раз про то ментальное, которое формируется еще, знаете, как на уровне, вот как говорят в китайских всех трактатах, особенно Идзин, книга перемен, что существует небо, существует земля, и между ними человек. Так вот, сначала формируется все на уровне неба, то есть на уровне некой такой, знаете, нематериальной области, нематериальной вот этой вот сути, когда что-то закладывается, то есть какие-то узелочки закручиваются, мы сами того не зная, каким-то образом влияем, ну, допустим, друг на друга, что-то где-то сказал, подумал, и вот на уровне неба начало вот это все происходить и закладываться. На самом деле это не какое-то волшебство и мистика, это есть тенденции течения времени, цикличности и взаимосвязи с пространством, с человеком. В физике меня точно поймут, о чем я говорю, потому что все теории струн и так далее, это все построено как раз на вот этом искажении пространства и так далее. То есть как это все работает на физическом уровне, то есть понятно, да? И вот здесь, смотрите, в ноябре 2024 года у нас с вами на уровне неба закладывалось все то, что потом проявится в 2025 году. То есть проявится, значит, материально, вот мы с вами уже можем пощупать, посмотреть и понять: о, окей, то есть, да, вот я с этим буду что-то делать, но потому что у нас другого пути не будет. Почему так происходит? И хай, это был ноябрь, и сейчас и сы, это будет 25 год. То есть вот это и, которая деревянная энергия, она как раз вот формировалась в ноябре. Вспоминайте, какие у вас были мысли, какое у вас было чутье, да, на 25 год, если вы думали про 25 год, либо вы перестраивали мышление, да, в сторону касательно особенно получения новых знаний, то есть какой-то новой информации, либо чего-то, какого-то ноу-хау. То есть что-то приходило к вам новенькое, но это еще пока было вот что-то отдаленное или знак какой-то, или вы где-то у себя там отметили, что ух ты, вот это было бы интересно. То теперь в 25 году вот это и она уже проявится в змее. Как проявится? Как проявится? У всех по-разному проявится, поэтому давайте я прям вот так тенденции года озвучу в двух сферах, не сферах, а спектрах. Первая — это энергия дерева, и вторая — это энергия огня. То есть я буду сейчас стараться более человеческим языком выражаться, чтобы не было такого, знаете, как раз фокуса, что такое энергия это, энергия это. Я люблю очень философию, я люблю очень китайскую метафизику со всеми ее сленгами и иероглифами, и названиями и так далее. Но моя задача как практика, кстати, да, вот практикум, у меня так и будет называться большое закрытое видео «Практикум 2025», где как раз-таки я буду углубляться в схемы, я буду показывать схематично, где, откуда, что рождается, почему так происходит. И моя задача стоит все-таки не в вот этих вот понятийных штуках, да, там лошадь, собака, змея и так далее, а в практичном опыте для нас с вами, что такое, как это вообще можно проиграть в жизни. Так вот, друзья, смотрите, тенденции года — это люди, общение, и второе — это идея и проявленность. Вот эти два больших блока будут сопровождать нас независимо от нашей собственной с вами ЦИ. Это будет происходить на 25 год в пространстве. Угу, уловили? Теперь давайте будем больше раскрывать. Я себе пометила тезисно, поэтому буду зачитывать.
ключевые сферы деятельности в 2025 году. Что значит сферы деятельности? Это говорит о том, что вот эти сферы работы, деятельности и так далее будут актуальны на весь 2025 год, либо вы можете получить доп. Образование касательно этой сферы, либо вы можете работать в этой компании, неважно каким, допустим, вы будете специалистом, но в этой компании. Услышьте, да, здесь не только однобоко, что вот нужно заниматься этой сферой деятельности. Нет, можно быть просто причастным. Например, вот давайте я сейчас буду зачитывать, да, ключевые сферы. Это образование, торговля, мода, экобизнес, сельхозпродукция, сельхозрастения, то есть сельское хозяйство, дизайн, дети, растения, пиар. Второй пласт такой большой. Красота, медиа, авиация, религия, еда, кино, маркетинг, медицина, путешествия, быстрые путешествия. Вот смотрите, вот эти сферы деятельности будут на коне, то есть они будут популярны, они будут в ходу. В каком плане? Ну, то есть это будет актуально для нас с вами. Помним, да, о том, что трансформационный период наступает. Действие огня, оно такое быстрое, оно рисковое, оно зажигательное. Почему здесь и мода? Услышали, да, и мода, и пиар. Это то, что мы с вами можем проявить в себе. Вспомните, с чего я начала. Цветок, да? Цветок на вершине горы. Это про проявленность, это про красоту. Да? Вспоминаем, как я его назвала. Дальше, вот как змея, выползающая из норы. Она же зачем-то оттуда вылезла, она же зачем-то куда-то пошла, то есть ей нужно, у нее амбиции. То есть это про амбициозность, про кино, про выступление, про маркетинг, это про то, что у нас с вами говорит про энергию огня. Про люди, это значит про общение. Да? Все вот это вот входит. И не обязательно вам, например, заниматься вот как красота, да, то есть кому-то делать макияжи. Нет, если вы юрист, идите в эту компанию, которая занимается салон красоты, и работаете у них юристом. Это тоже называется быть причастным к той сфере деятельности, которая актуальна в 2025 году. Тем более, как я уже сказала, 2025 год – это большой задаток и начало такое на вот этот вот ци огня на 20 лет вперед, так что не прогадаете. Смотрите, дальше я хочу еще прям тоже зачитать. Я буду сегодня много зачитывать, так что можете потом ставить на паузу и себе прям выписывать, чтобы это было для вас прям под рукой и актуально в течение всего года. Поэтому видео мое рекомендую вот это смотреть несколько раз в году, потому что приоритеты будут меняться. Вспомните про огонь, да? Огонь — это про быстроту, то есть мы быстро чему-то с вами хоп так захотели и быстро решение приняли, но также мы можем быстро решение отменить. Понимаете, то же самое и со сферами вашей работы, например. Какое-то решение работодатель принял, сначала, например, вас взять, а потом хоп, и поменял решение, быстро вас уволить. То есть здесь мотайте на ус то, что все будет быстро меняться, а вы должны подстраиваться. Мы с вами, мы должны под это все подстраиваться. Дальше я хочу рассказать про эмоции и состояния, плюс сюда же я вписала навыки, которыми мы с вами определенно должны обладать в 2025 году, чтобы максимально, ну, не то, что там быть в потоке, это такая очень крупная, громкая фраза, а хотя бы помогать себе улучшать все то, что мы с вами имеем в 2025 году. А поверьте, вот зона риска у нас будет, ну, большая на 2025 год, и не будет так просто. Я не пугаю, но просто мы должны с вами быть максимально, знаете как, ну, дойдем до здоровья, я там потом немножко поговорю. Давайте так, да, поняли, если что, мы ставим на паузу и записываем себе под карандаш. Эмоции, состояние, навыки 2025 года. Да, будет и сразу негативное, и позитивное. Раздражение, дружелюбие, мстительность, эгоистичность, тихая радость,
осознанность, эгоцентричность. Ну почему эгоцентричность? Да, вот я написала, смотрите, эгоистичность и эгоцентричность. Я не просто так, именно два вот таких варианта написала. Эгоистичность может быть по отношению к чему угодно. Вот абсолютно, да. Эгоистичность в какой-то степени, она очень хороша, когда мы, например, заботимся больше о ком-то, а желательно заботиться сначала о себе. Вот здесь эгоистичность подключается, в принципе, как бы нормально вырабатывать, учиться и получать такой навык. Да, то есть и видите, что это опять же не про то, что это вот будет и все, это как раз про то, чтобы взращивать в себе тех качеств и навыков, которые мы не имеем, и избавляться от тех, которые у нас в переизбытке, а поверьте, в 2025 году в переизбытке вот эти вот особенно негативные качества, про которые я читаю, они будут ох-ох-ох как проявляться, потому что огонь, да, это проявленность. И вот смотрите, эгоцентричность. Эгоцентричность это как тот цветок, который находится на вершине вот этой горы, да, то есть, как его написала красиво, огненный цветок на вершине горы. Эгоцентричность. Я одна. То есть я везде я. Эгоцентричность. Какая конкуренция? Вы что? То есть смотрите, вот это выходит тоже на первый план. Поэтому мотайте на ус, имейте в виду. Дальше. Перфекционизм. Ух, ребятушки, вот это вот перфекционизм, он уже достаточно долгие годы как-то так прям муссируется, да, эта тема. Но я не скажу, что она прям супер плоха. Но смотрите, всего переизбыток, это тоже не есть хорошо. Бесстрашие. Бесстрашие здесь в каком контексте? Вот змея, да, она у нас выползла из норы. Она совершила какой-то бесстрашный поступок для того, чтобы... И здесь уже каждый подставляет свое. То есть решительность, бесстрашие мы с вами подключаем. Это правда, это важно. И некоторые, особенно те, кто боялся рискнуть, боялся что-то, допустим, сделать, и когда вас осуждают, да, то здесь бесстрашие, решительность очень помогает, когда мы с вами нацелены на результат, когда мы хотим. Но обязательно вот в случае, вот, да, вот всегда спрашивайте, во-первых, первый вопрос всегда ставим. Зачем мне это надо? То есть, чтобы совершить бесстрашный, рискованный поступок, я себя спрошу перед этим, зачем мне это надо? Зачем? И только потом уже, как я это могу сделать? Да? То есть мы не включаем вот этот вот огонь, как вспышку. Вау, все, понеслась, я там сейчас со скалы как сигану. Ну, здрасте, не только штаны потеряешь, но и ноги. Ну, в общем, вы меня поняли. Так, смотрите, дальше погнали. Усердие, ответственность. Всегда берем ответственность. Вот эта тема ответственности, тема ясности, осознанности, конечно, будет на все 20 лет вперед нас преследовать. 25-й год, да, ответственность берем, ответственность делегируем. То здесь уже у кого как. То здесь уже смотреть по ситуации. Независимость. Показушность, ну, конечно, показушность. Опять, да, я цветок, я прекрасен. То есть нет меня лучше никого на свете, да. Храбрость, посредничество. Посредничество я имею в виду между людьми. То есть легко здесь и хорошо выступать вот этим посредником, сводником. Ну, пусть будет грубо, да, сводником, но это хорошая штука, когда мы кого-то сводим с кем-то. Ну, здесь уже свои там, да, мотивы, кто-то может с корыстной целью. Ладно, давайте дальше. Привлекательность внешняя – это вот такой навык. Берите его на заметку на все 20 лет вперед. Привлекательная внешность – это про вот этот огонь. Это когда мы с вами больше, не мы с вами даже, ну нет, мы с вами, конечно, тоже, когда мы больше реагируем на красоту картинки, на красоту еще человека внешнего. И, кстати, вот сейчас зону риска будем там говорить. Будут там красавчики, да, наши с вами, кто, как я уже говорила в прогнозе на декабрь, возьмет все на себя, да, и хороший хейт, и плохой хейт, ну, то есть, в общем, приманят к себе показатели, да. Ладно, так, про знания. Поверхностные, знания поверхностные, вот так будет правильнее сказать, знания поверхностные.
То есть вот это состояние, когда я что-то где-то услышала и тут же сказал, где-то что-то вот вроде мне нужно, да, знать, но знание будет поверхностное. Быстренько нахватался везде, ну, огонь это про быстроту, да. Я быстренько нахватался, знания получил и выдал результат. Все, готово. Как оно там, правильно, неправильно, не хочу разбираться, потому что мне это не надо. То есть здесь такое вот, и как обычно, да, у нас две стороны медали, и хорошие, и не очень. Упадок сил, мало усидчивости, много поспешности. Вот это я выделила ключевые вот эти эмоции, состояния, навыки, которыми мы должны будем обладать, либо научаться этому, либо они у нас с вами будут в переизбытке. Так, что важно привнести? Вот это тоже такой пласт хороший. Что важно привнести в 2025 году самостоятельно, либо с помощью кого-то, потому что помним, да, два блока, это у нас с вами люди, в том числе социум, вода, ци воды. Расшифровываю. Думать прежде, чем делать. Холодный разум и глубокие знания. Психология. Семейные ценности, сохранять все то, что уже имеешь. Смотрите, вот здесь я про что? Сохранять все то, что имеешь. Это я про тот капитал, те богатства, блага, материальные, нематериальные, которые уже есть на сегодня, в которых нет смысла там, да, еще там, нет, добавлять всегда есть смысл, но мы их не расходуем, мы их не тратим, а мы их сохраняем. Это очень важно. Оставаться честным, заниматься здоровьем, больше созидать, путешествовать, не накапливать нерешенных дел либо ситуаций. То есть не закрывайте глаза на то, что уже не держится. Потому что, помните, трансформации, да? 24 год начал у нас избавлять нас от чего-то уже того, что не работает просто. Неважно, что это ваши какие-то навыки профессиональные, либо это, что там еще, Господи, прости, какие-то ваши ценности, то есть переоценка ценностей идет, да, либо что-то еще, то есть людей в том числе. В общем, здесь вот это вот эти, не накапливайте того, чтобы вот, где бы вы точно могли поставить точку. Оценивать свои возможности. То есть здесь очень важно понимать, допустим, если вы быстро рискуете, либо что-то хотите сделать такое, что раньше не делали, да, решительность. Все, змея выползла из норы и пошла. То есть тогда здесь мы оцениваем правильно свои возможности. Силы, здоровье, деньги и так далее. То есть все свои ресурсы. Осознанность подключаем, духовность. Вот это тоже 20-летку, 25-й год, духовность. Духовность, как вы понимаете, так и используйте. Иметь в доме цветы, либо взращивать что-то. Это тоже важно, когда мы с вами наблюдаем, как растет растение, когда мы применяем уход, когда мы видим, что из одного что-то получается, особенно с маленького получается большее, мы с вами взращиваем, мы с вами понимаем процессы жизни. Да? И здесь это, ну, во-первых, когда мы следим за растениями, помните, я вначале там сказала, да, что вот растениеводство, сельское хозяйство, мы с вами просто таким образом элементарно проигрываем какие-то такие энергии года, которые в том числе, видите, поливать водой, и мы с вами добавляем эту водичку. Это не про то, что вот я сейчас заведу цветок, буду поливать его, и все у меня попрет, да, я пристрастился к энергиям года, приблизился к энергиям года. Ну, не совсем про это, но и в том числе про это. То есть здесь подключать прежде всего вот это, а потом уже мы добавляем всем, чем нам хочется. Все, для созидания имеем в доме цветы, либо что-то взращиваем. Вот, такой вот у меня сегодня к вам такой большой такой фокус, большие тенденции, которые я разделила и прям вот вам зачитала, чтобы можно было поставить на паузу и потом еще раз под запись прослушать. Поговорим про здоровье и смотрите на экран, сейчас разберем элементы, органы элемента огня и органы элемента дерева. Самый, конечно, активный огонь. И его главный орган — это сердце и тонкая кишка.
Функции сердца: он управляет кровью, сосудами, потовыделением, сознанием, на минуточку, мышлением, регулирует жизненные силы, то есть энергию. Функции тонкой кишки: принимает переваренную пищу, осуществляет всасывание питательных веществ, то есть как бы разделяет жидкость на чистые и какие-то замутненные, да, то есть когда направляет уже в толстую кишку отходы. Вот, и отводит, понятное дело, от сердца ненужные вещества. Еще, смотрите, самая главная дополнительная функция, ну, как главное для нашего с вами периода 9 и периода 25 года огня, отвечает за психику. Дальше, органы дерева – это печень и желчный пузырь. Печень распределяет энергию ЦИ, то есть она ее дает каждому органу, фильтрует, транспортирует, выводит всякие различные вещества. Дальше отвечает за состояние иммунной системы, в том числе сюда входят мышцы и, конечно, глаза. Желчный пузырь накапливает жидкость, управляет психикой, отвечает за нервную систему. Это дополнительная функция в вот этого нашей с вами энергии дерева. Это все будет актуально в 2025 году. Дальше пойдет зона риска. Зона риска, в том числе туда попадут и счастливчики. Я люблю это называть зоной риска, потому что здесь раскручиваются, неважно, радостные вы, счастливые вы или в стрессе, все равно раскручивается что-то, где мы с вами потом куда-то перенастраиваемся, чему-то новому обучаемся. Ну, по жизни, да. Смотрите, как я уже говорила, что более подробно я буду говорить вот с расшифровкой 9 периода и тенденций по месяцам. То есть по каждому месяцу отдельно я буду говорить в большом практикуме 2025. Всю информацию я дам давайте так, под этим видео, но в обязательном порядке заходите в мой телеграм-канал, тоже есть ссылка под этим видео, и всю информацию я выкладываю обычно туда. Кто захочет, присоединяйтесь. Итак, зона риска. Зона риска. Самый, конечно, первый у нас с вами претендент на то, что год будет необычайно прекрасен, на все возможные изменения, перемены и трансформации, это, конечно же, люди, рожденные в год свиньи, либо месяц ноябрь, либо в дне, либо в часе, у кого есть в натальной карте свинья, то есть земная ветвь, иероглиф свинья. Кто не знает, как рассчитать свою натальную карту, ставьте на паузу, переходите ко мне в плейлист «Бесплатные уроки», там есть видео, как рассчитать свою натальную карту и свой элемент личности. Ссылки я оставлю тоже здесь под видео. И давайте дальше. То есть столкновение происходит. Столкновение — это значит, как я уже сказала, мы видим ситуацию, и она у нас стрессово вот каким-то образом раскрывается. Если это год, то это про социум, про путешествия, про все, что связано с вашим внешним, кстати, видом, ну и, скажем так, большими компаниями, если дело касается, допустим, переезда куда-то, потому что здесь тоже про путешествия, переезды, год рождения. Если у вас в ноябре вы родились, вы увидели там в своей натальной карте иероглиф свинья, то это все, что касается работы, карьеры, босса, родителей. Вот здесь тоже аккуратнее, пожалуйста. Не спешим, да, все, что я проговорила, навыки подключаем, те, которые нам более-менее нужны и как бы для нас важны будут на тот период времени, когда это может у нас с вами все это активизироваться. Дальше, вторая группа – это наказание. Наказание огненное. Это у людей, кто родился в год тигра, либо в год обезьяны, либо в месяц февраль, либо месяц август, либо где-то в натальной карте, в дне или часе стоят эти животные, тигр или обезьяна. Но смотрите, они должны стоять сразу вдвоем. Сразу вдвоем, и приходит сейчас вот эта вот змея. Она создает троицу этого огненного наказания. Что такое огненное наказание? Это больше про эмоции, это больше про состояние тревожности, это больше про состояние какого-то, даже не состояние здесь уже идет, про
Ну, давайте так, я в кавычках их возьму, только слишком к сердцу близко не принимаем. Это про мошеннические действия, то есть про какой-то обман. И если у вас особенно вот этих 3 животных стоит, тигр, обезьяна и змея, и приходит еще змея, то это очень сильно дополняется. Если стоит 2 животных, тигр и обезьяна, и приходит вот сейчас змея, это тоже активизируется. Здесь больше, знаете, как отслеживать за собой. Это вы источник того, что может произойти. То есть эмоции, они могут пере-пере. Быть переизбыток, да. Поэтому не надо винить кого-то. Помните ответственность. Берем ответственность за свои поступки на себя. И вот эти все наказания, которые существуют в китайской метафизике, ну это для тех, кто уже в курсе, да, они, конечно, вот все наказания больше про то, что мы наказываем сами себя. То есть у кого эта конструкция есть, мы наказываем сами себя. Теперь смотрите по отдельности. Если у кого-то вы нашли просто обезьяну, то есть родились в год обезьяны, родились в месяц август, либо где-то в дне, либо в часе у вас стоит обезьяна, то здесь происходит разрушение. Мне нравится это. Я из месяца в месяц говорю о том, что если у нас такие конструкции совпадают, да, разрушение — это неплохо и нехорошо, как и все остальное. Но мне нравится это. Почему? Потому что мы здесь можем наконец-то поставить точку. Поставить жирную точку и сказать: все, я так больше не хочу, и время вам в этом поможет. Здесь, конечно, и в обратку тоже это работает. Можно быть настолько категоричным, что вот все, не хочу и все. И, короче, все разрушил. Но знаете как? На сегодня у нас наши плохие ситуации не всегда плохие. Да, это плохо сейчас, да, это стрессово сейчас. Столкновение, да, вот мы проходили, тоже плохо сейчас. Разрушение тоже может быть плохо сейчас, но через какое-то время это проявится в другом качестве. То есть мы с вами можем увидеть там потом более такой позитивный, более для нас гармоничный, лучший подход, не подход, да, а лучшее свершение ситуации, завершение ситуации, которое могло бы быть. Дальше давайте, у кого есть в карте, в натальной карте тигр, то есть родились в год тигра, родились в месяц февраль, либо в дне, либо в часе, у вас есть тигр. Вот здесь вот вред наступает. Вред — это не очень хорошая штука, ну, поэтому зона риска, когда извне прилетает какой-то неожиданный сюрприз, в кавычках, который на нас влияет стрессово. То есть, если это в году, то это от социума, извне, прям, да, из социума, ну, больше повлияет на социум, на отношения с социумом. Если это в месяце, то есть вы в месяц феврале родились, значит, это больше повлияет на работу, на карьеру, на отношения с коллегами по работе. То есть, ну, такое вот все связанное с деньгами, с карьерой. Если в дне вы увидели тигра, то это про ваши личные отношения, про ваша личная вот эта установочка. Если в часе, то это про проекты, про детей и про ваше чувствование, то есть ваше желание. Имейте это в виду. Теперь давайте дальше про такую более благоприятную, назовем ее, зону. Это теперь вот нам понадобится с вами не земные ветви, да, как я говорила, год рождения, месяц, а теперь мы будем с вами, услышьте, да, смотреть на вашего господина дня. На вашего господина дня. Что такое господин дня или элемент личности? Как я уже сказала, ставьте на паузу, переходите в плейлисты уроки бесплатные. Там есть видео, как найти своего господина дня, свой элемент личности. Так вот, друзья, у кого есть элемент личности вода янская, либо вода иньская, это такой синенький иероглиф, то на этот год к вам приходит благородный человек. Про благородного человека у меня тоже есть отдельное видео, кому интересно, тоже ссылку прикреплю, смотрите. Почему зона риска? Благоприятная сторона благородного человека, безусловно, есть и существует и всегда будет. Это человек, это реальный человек, который вас выручает, спасает, помогает каким-то любым способом, да, то есть
неважно, деньгами, советом, связями. То есть он как-то вот вытягивает вас за волосы. Но тут вот задумайтесь, вытягивает за волосы. То есть вы уже по уши где-то в чем-то, что вам требуется помощь. Поэтому приходит благородный человек. То есть 25-й год макнет вас куда-то, но придет человек, который вас вытащит из этого, куда вас макнули. Понятно, да? Дальше, смотрите, мы с вами будем смотреть на год вашего рождения, на земную ветвь, то есть на низ. Вот здесь, смотрите, как я показываю, да? Земная ветвь года или дня. То есть, смотрите, вот я показываю на примере. Если там у вас есть свинья, кролик, либо коза, то в этом году к вам приходит путешествующая лошадь, такое название, такая звезда. Это говорит о том, что вам захочется по-любому куда-то двинуться, куда-то пропутешествовать, куда-то переехать, либо к кому-то поехать, либо переехать. Да, время вам дает такую подстилочку, да, карету, садись и езжай. То есть вам будет с нетерпением хотеться туда вот двинуться и поехать, и переехать, и так далее. Здесь, конечно, уже смотрите самостоятельно. Еще раз напоминаю, это не плохо, это не хорошо. Есть течение времени, которое нас будет куда-то с вами двигать и толкать. Все. Здесь уже насколько хорошо, либо плохо, уже включаем трезвый ум, как говорится, и действуем. Теперь смотрите, земная ветвь, будем смотреть на год рождения. Если вы родились в год тигра, либо в год кролика, либо в год дракона, либо, да? Немножко, а может быть кому-то и немножко, в 25-м году может стать одиноко по разным причинам. Может быть просто вот чисто морально, да, то есть какое-то одиночество вы ощутили. Может по реальным причинам, да, то есть вы уехали в другую страну, в другой город по работе, неважно, либо переезд, и вы там чувствуете себя одиноко. Ну, то есть причины разные, одиночество, да. В какие моменты это больше активизируется, конечно, здесь у всех по-разному, потому что не каждый год это происходит. Так, давайте вот здесь сразу ремарка, да, что вот эта зона риска, она действует не все 12 месяцев. Для каждого есть коридор времени, который я уже конкретно индивидуально на консультации подбираю, чтобы понять человеку, как это все будет происходить. Но, друзья, вот давайте так, самые важные месяцы года, это тоже такая, вот я выделила 3 структуры, самые важные годы, месяцы в этом 25-м году. Вот в них и будет у вас, знаете как, вот этот вот хоп так и провокатор, да, куда обратить свое внимание, где, может быть, максимально вот вас затянет в это одиночество, а где минимально. Смотрите, про 24 ноября, про ноябрь 24 года я уже озвучила. Это первая такая дата, когда мы с вами вспоминаем, да, что мы там словили, что там у вас было такое на уровне интуиции, на уровне какой-то, не знаю, вещего сна, не знаю, еще чего-либо, знака, который вы словили, и вам он показался таким интересным. То есть что-то такое произошло, куда вектор в 25-й год двинулся. Словите, пожалуйста. То есть это как раз вот про вот это небо, да, небо, человек и земля. Дальше, май 25-го. Друзья, вот это следующий важный месяц, май 25-го года, где мы с вами вот эту змею прочувствуем уже на уровне ситуации, на уровне нашего с вами тела, здоровья. И вот этот вот самый первый стресс, давайте так я его назову, самый первый стресс вот в зоне риска, кого мы обсуждали, то есть это рожденные в год свиньи, в месяц ноябрь, либо у кого в дне, либо в часе есть это все, плюс, наверное, даже, знаете, как, скорее всего, все те, кого я проговорила про зону риска, в мае они вот прям почувствуют этот вот толчок, почувствуют все то, что
потом на протяжении года будет раскручиваться. Помним, да, что трансформация все еще идет. 24-25 год трансформации у нас с вами будет происходить. 26 год уже будет другая ситуация, уже не будет таких явных трансформаций, но мы там с вами уже прочувствуем совсем другое. В общем, интересный у нас с вами 20-летний период получится. Ну а дальше начнется все заново. Все заново, я имею в виду цикличность. Цикличность того, что у нас с вами происходит. Так, и ноябрь, третий месяц, такой самый ключевой, ноябрь 25 года. Ноябрь 25 года нам с вами даст ответочку всего того, что мы накопили, раскрутили, создали, сделали в 25 году. То есть здесь нам с вами придется принимать решения, нравится нам это, не нравится, и каким-то образом уже с этим двигаться потом дальше уже в 26 год. Вот, друзья, зона риска закончилась, неблагоприятные даты и месяцы по факту, да, главные месяцы я проговорила, даты я говорить здесь не буду, но про даты я немножко расскажу в большом практикуме 2025, закрытое видео, так что присоединяйтесь. Знаете, что еще хочу сказать, что энергия огня, то есть в данном случае у нас змея, она, ну по всем, давайте так сначала скажу метафизическим языком, она отталкивает ресурс. То есть наш с вами год 25 больше про действие, больше про проявленность, больше про взаимодействие там, людей друг с другом, либо нас вот через экран, да, как-то вот это все быстро, такое быстрое, суетливое, хаосное. И вот эта змея, она отталкивает ресурс, то есть воду, энергию воды Ци. Помните, я говорила про то, что важно привнести. Пожалуйста, еще раз прослушайте. Вот эта вот вода, вот этот ресурс, это как раз про это. Вот этот трудоголизм в 25 году, он будет присутствовать. Я не исключаю, что даже вот в эти года, 25, 26, 27, у нас вообще с вами возраст пенсионный еще больше увеличится, потому что людей заставят больше работать. Вот. Но это так уже. Слишком много работы, хаоса, неопределенности. Поэтому, друзья, год хорош, год прекрасен по-своему. То есть для начинаний, для общения, для вообще развития полярного взгляда. То есть мы себя можем увидеть абсолютно в другой сфере, в другом мире. То есть, понимаете, у нас с вами настолько сейчас круто все меняется, и это прекрасно. Мы можем понять, насколько мы другие, какие качества у нас еще не раскрытые в нас есть и как они сработают. Это очень интересно, это очень такая большая работа над собой, да, над своей осознанностью, применение ясности, применение вот этого ресурса, знания в том числе. Поэтому привносите самостоятельно ресурс. Ресурс, что такое ресурс? Это в первую очередь следить за своим здоровьем. Когда вот эта хаотичность, хаос, трудоголизм, особо следить за здоровьем никому не хочется. Тем более, когда поток двигает, когда, например, вас понесло, да, то есть вы как-то был период, что вы, допустим, было затишье с финансами, а тут у вас как понесло, как вы давай зарабатывать. Какое время там остановиться, да, не хочется остановиться, а нужно. Нужно хотя бы перерывами прям стабильно вносить себе в график, что сегодня я отдыхаю. То есть заботиться о здоровье, о своем психическом состоянии, психологическом. То есть моральное здесь тоже, вот это вот свое состояние удовлетворения, оно должно быть. Помните, как, я так часто говорю в прогнозиках, в тенденциях на месяцы, что в виде, знаете, как прослоечек делаем. дофамин, серотонин. То есть мы с вами
идем вперед, потом отдыхаем, серотонин, да, получаем некое удовлетворение, расслабление в виде низкой энергии, то есть успокоение, замедление, созидание. Потом опять мы подключаем дофамин, то есть давай, действуй, молодец, все хорошо, и мы идем по янской ци на действие, но потом опять мы с вами перестраиваемся. Движение, цикличность. Помним, да, метафизика китайская вся природна. Сезоны сменяют друг друга. Это происходит циклично, независимо вообще ни от чего. То есть это происходит автоматически. Так и у нас с вами вот этот навык должен быть в обязательном порядке уже в 2025 году выработан. Мы с вами меняем одно на другое, одно на другое. Без одного не может быть другое. Однозначно. Поэтому все, друзья, сильно задерживать вас уже не буду. Еще раз повторюсь, присоединяйтесь ко мне в телеграм-канал, там я даю информацию, там я с вами делюсь своими мыслями, там я обсуждаю те практики, уроки и все остальное касательно китайской метафизики. Так что подключайтесь, проходите, приходите, присоединяйтесь к большому практикуму на 2025, то есть на 2025 год. Также смотрите туда, в этот большой практикум будет входить календарь важных дат на 2025 год. И, кстати, календарь можно приобрести тоже отдельно. То есть я всю информацию выложу под этим видео. Все, друзья, на сегодня у меня все. Большой такой прогноз на 2025 год мы с вами обсудили. И берегите свои нервы. В 2025 году здоровье. Мы с вами прекрасно вступаем в эти периоды. Не бойтесь быть в потоке, не бойтесь больше зарабатывать. Просто помните тенденции о том, что нам с вами нужно в какой-то период заботиться о своем здоровье. Все, друзья, обнимаю всех и пока-пока.